Всем панкейк, дорогие друзья! Каждый день мы используем деньги как обменную валюту для покупки самых разных товаров. Но уверены ли вы, что держите настоящую купюру, и если нет, то кто промышляет созданием фальшивых денег? Об этом в сегодняшнем выпуске. С чего все началось в этом бумажном бизнесе и кто такие фальшивомонетчики? Значение слова «фальшивомонетчики» понятно еще только по звучанию. Фальшивые монеты в древности бумажных купюр еще не существовало. Были только монетки из разного сплава металлов, которые умудрялись подделывать и выдавать за настоящие. Первая фальшивая монета была с острова Эгина, что между Арголидой и Аттикой, датированная VI веком до нашей эры. Сделана она из меди в серебряном покрытии, максимально имитируя настоящую монету, но в меньшем размере. Изначально настоящие монеты приравнивались к цене золота и делались из дорогих металлов – золота, серебра и чуть чаще из меди. Фальшивки, в свою очередь, делались из свинца, что было повсеместно распространенным металлом, который только сверху покрывали тонким слоем более дорогого. Периодически такой фальсификацией занимались князья и лорды, хотя считалось, что они просто портят монеты, нежели занимаются мошенничеством. Но вот народ часто был не в восторге от таких действий власти и устраивал восстания. Сами фальшивомонетчики в современном понимании данного термина – это люди, которые изготавливают, хранят, перевозят и ставят на сбыт поддельные деньги. Монеты сейчас никто не подделывает, только купюры, чаще всего доллары и евро, в больших номиналах и реже в маленьких, чтобы проще было избавиться. В зависимости от страны, где промышляет мошенник, ту национальную валюту он и производит. Чаще всего продажа таких условных денег происходит через Даркнет за криптовалюту. Валюту обменивают по курсу 20-30%, реже 50% от полной суммы номинала. Условно, за 50 тысяч фальшивых долларов человек будет должен отдать 15 тысяч настоящих. Чем выше качество изготовляемой купюры, тем выше цена за нее. Отдают деньги как запрещенные вещества посредством закладок, а после дают геолокацию заказчику. Подделка денег далеко не самый легкий процесс. Нарисовать от руки или распечатать копию из интернета не выйдет. Так как же они это делают, что даже банкоматы могут принять такую купюру? Однозначно рисовать от руки или печатать похожую купюру из картинок в Гугле – такая себе затея, даже школьники так не делают. Подделку стараются максимально приблизить к оригиналу, включая знаки, специальные защитные нити, гербы и голографическую краску. Для этого используется буквально ювелирная работа с лупой и струйными принтерами. Обычная офисная бумага тоже не подойдет, используется специальный состав, который придает купюре эту глянцевость и шуршание. Также стоит учесть, что у валюты разных стран разный размер, который нужно учитывать при изготовлении. Скрупулезная работа, не правда ли? Более того, в зависимости от года выпуска может изменяться картинка, надписи, также используемая краска. Все это составляет хлопоты для мошенников. Отмечу, что подделывать купюры с небольшим номиналом крайне невыгодно, потому что изготовление будет стоить в разы дороже. Именно по этой причине в магазинах продавцы очень тщательно осматривают купюры с большим номиналом, остерегаясь попасть на штрафы и недостачу. У каждой из стран свои ступени защиты денег от подделки, но большинство из этих пунктов фальшивомонетчикам удается повторить. Бумага специализированного состава и тонкая сеточка на обороте купюры – одна из самых легких частей. Водяные знаки подделать уже сложнее, но исследовав технологии, это уже не встает такой огромной проблемой. Представьте, даже орловскую печать, которая чаще всего выступает в виде герба, научились подделывать опытные типографы. Хотя стоит отметить, что способ уникальный и без специализированного оборудования в домашних условиях такого не сделать. Этот эффект знаменит тем, что при смене угла цвет изображения меняется, но не смещается сама краска ни на 1 миллиметр. Это точное попадание пигмента в одно и то же место, но разными цветами. Самое тяжелое, что практически невозможно повторить, это магнитные элементы внутри купюры, которые увидеть на глаз не представляется возможным. Как понять, что в руке фальшивка? Держа не настоящие деньги в руках, подвох можно ощутить не сразу, а специальные лазеры или лампы никто с собой не носит. Самое главное правило – посмотреть, покрутить и пощупать с огромной долей внимательности и усердия, особенно если это крупные купюры. Самый известный совет – вытащить купюру на свет, так вы сможете увидеть, есть ли водяные знаки и правильно ли они отражаются. На некоторых банкнотах надписи сбоку выпуклые. На поддельных купюрах этого эффекта нет.
Поэтому тщательно прощупайте всю площадь ценного прямоугольничка. Так называемый кип-эффект можно увидеть на орнаментальной ленте с лицевой стороны купюры. Если смотреть на нее под острым углом, то на ленте могут проявляться буквы или цифры в зависимости от того, купюру чьей стороны вы держите. Если посмотреть на банкноту прямо, знаков не видно. Особенно внимательно проверять банкноты нужно там, где нет специальных приборов определения подлинности. В маленьких магазинах, киосках, кафе, на рынке или если вы продаете что-то с рук за наличные деньги. Также помочь отличить настоящую купюру от поддельной помогут защитные волокна. Они являются цветными участками с короткими тонкими нитями внутри бумаги. Защитная нить находится внутри бумажного слоя, и ее можно заметить по характерному проявлению прямоугольников на банкноте. Невидимые полоски при осмотре под прямым углом сливаются. Рисунок становится однотонным, при смене положения просматриваются разноцветные полосы. Также используется микроперфорация. Это такие точечные маленькие сквозные отверстия в виде цифры. Но самым благонадежным способом узнать подлинность купюр является банк. Там вам точно скажут, настоящие они или нет, и проведут осмотр при вас. Если купюра окажется фальшивой, вам придется объяснить, как она попала в ваш кошелек. Если настоящая, без вопросов отдадут обратно. Любимые зрители, вся команда «Панкейк» благодарна, что вы с интересом смотрите наши ролики. Благодаря этому канал растет и развивается. Не забывайте поставить свой лайк под видео, чтобы продвигать его в топы Ютуба. Приятного просмотра! Почему нельзя напечатать больше денег, чтобы искоренить фальшивомонетчиков? В детстве нас всех волновал вопрос, почему просто нельзя напечатать больше денег, чтобы искоренить бедность и оставить мошенников без работы. Но теперь мы все люди умные и знаем, что существует понятие инфляции, когда деньги обесцениваются из-за роста цен. На экономику фальшивые деньги влияют максимально пагубно, потому что больше денег означает только рост цен и обесценивание самих же денег, но никак не увеличивает количество продаваемых продуктов. Впоследствии это может вызвать закономерный дефицит буквально всего, даже при условии, что у всех будет $1 миллион. В США в среднем объем поддельных долларов увеличивается на 10-15% ежегодно. Самой известной купюрой в подделке являются $100. На ее долю приходится свыше 90% от всех фальшивых денег. В федеральном казначействе, так же как и в ФБР, серьезно озабочены растущей проблемой фальшивомонетничества, тем более, что доллар является общемировым денежным эквивалентом. Посчитать, сколько всего поддельных долларов в мире, невозможно, ведь таким промышляют целые крупные центры, которые производят деньги конвейерным путем. В истории полно случаев, когда во время войн один из соперников начинал производить банкноты враждующего государства, чтобы подорвать экономику и устроить внутренние восстания народа. Углубляться далеко в историю не стоит. Самый яркий пример — Наполеон Бонапарт, который приказал производить фальшивые деньги с целью подорвать экономику России и Англии. Япония также в ходе войны с Россией занималась фальшивомонетничеством, издавая поддельные рубли. Во времена Второй мировой войны Третий рейх выпускал колоссальное количество фальшивых фунтов стерлингов и тем самым наносил заметный вред экономике Великобритании. Япония по отношению к США проводила такую же тайную политику. Надо отдать должное и отметить, что к такому способу изнеможения врага стараются прибегать как можно реже, ведь глобальная экономика взаимосвязана между странами, которые ведут торговые отношения. Самые громкие и масштабные случаи махинаций, произведенные в современной истории. Самыми крупными производителями фальшивых долларов в истории признаны канадец Реаль Дюпон и его 3 брата. Еще в 70-х годах они напечатали и смогли сбыть, только вдуматься, порядка 110 миллионов долларов. При этом цена дюпоновской валюты в начале имела 15-20% от номинала, но превращалась в 50% у сбытчика на конце цепочки. Крупнейшим фальшивомонетчиком Британии считается Маркус Глиндон. Он произвел свыше 14 миллионов фунтов стерлингов монетами достоинством в 1 фунт. Из-за такой деятельности в 2002 году в Великобритании каждая 109-я монета в 1 фунт стерлингов была фальшивой, а сегодня поддельной является каждая 40-я 1-фунтовая монета. В апреле 2007 года он был задержан, а в декабре приговорен к 5 годам тюремного заключения. А вот Виктор Баранов признан самым известным фальшивомонетчиком Советского Союза. Он напечатал 30 тысяч рублей, преимущественно номиналом 25. Для своего производства он сам сконструировал печатный станок, разработал формы и краски. На такую подпольную деятельность у него ушло более 11 лет.
4 года ему понадобилось, чтобы научиться делать водяные знаки и бумагу нужного качества, 2,5, чтобы сделать краску для глубокой печати, еще 1 год ушел на краску для печати поверхностей. Детали для оборудования он по частям заказывал на разных заводах. Химические реактивы покупал через третьи руки. За годы экспериментов в сарае он изучил травильные и фотоработы, освоил копирование на альбумине, желатине, ПВА и ПВС, научился делать деревянные и резиновые клише. В 1978 году за изготовление фальшивых денег был арестован и приговорен к 12 годам лишения свободы. В истории так и остался фальшивомонетчиком номер 1. Что светит за желание жить богато и платить не настоящими деньгами? Наказание за изготовление фальшивых денег практически во все времена истории было крайне строгим. В Средневековье, особенно в Центральной Европе, фальшивомонетчиков варили в кипятке или заливали в горло расплавленный металл, обычно свинец, так как именно из него изготавливали фальшивые монеты. В Российской империи наказание было строгим. За подделку кредитных билетов виновные подвергались лишению всех прав, накопленных сбережений и имущества, и отправлялись в ссылку на каторжный труд. Даже в СССР за изготовление и избыт фальшивых монет или купюр наказывали вплоть до высшей меры наказания – смертной казни. На данный момент в большинстве стран за изготовление и избыт поддельных денег или ценных бумаг дадут от 5 до 15 лет лишения свободы. Ответственность наступает в случае, если лицо, использующее фальшивые деньги, знает, что они поддельные, но старается выдать их за настоящие. Наилучшим способом защитить себя от мошенников и возможного наказания – использовать безналичный расчет и электронную валюту. Их подделать не удастся, и водяные знаки проверять тоже не придется. Европа и США именно так обезопасили своих граждан, вводя постепенно везде безналичную оплату. Процент преступлений, связанных с фальсификацией денег, снизился на 10% за последний год. Если у вас вдруг оказались фальшивые деньги после сделки или покупки, нужно немедленно обратиться в банк или полицию, объяснив, как эта купюра к вам попала, кто и где ее дал. Так вы сможете обезопасить себя от неприятностей и лишних подозрений, так как статья довольно тяжелая и мера наказания тоже. Никогда не пытайтесь расплатиться фальшивой купюрой, если у вас уже есть сомнения в ее оригинальности. Самое малое, что вас может ждать – долгий разговор с полицией. Самое огромное – вам могут выдвинуть обвинения за сбыт, и нужно будет очень постараться, чтобы доказать свою невиновность. В настоящее время фальшивую купюру легче всего встретить в местах с интенсивным товарно-денежным оборотом, не оборудованных специальными аппаратами. Часто это дешевые кафе, транспорт, рынок и, может быть, даже пляж. Наш выпуск подходит к концу. Сегодня мы обсудили одну из самых животрепещущих тем современного мира. Сталкивались ли вы с подобным мошенничеством? Поделитесь своими историями в комментариях и расскажите, как, на ваш взгляд, нужно бороться с подделкой денег. Ставьте свой абсолютно не фальшивый лайк, чтобы всегда быть в курсе самых интересных новостей. До следующего выпуска. Пока!